0,001. Итак, друзья, теперь переходим к следующему слайду, где мы будем говорить о том, что произошло на протяжении года, подытоживающие данные. Помните, аппроксимирующая кривая, которая сглаживала линию тренда, вот эти графики, теперь они вот здесь у меня в этих табличках, да, подытоживающие данные. Апрель 2026 год в целом по провинции Пафос. 2440 евро, это новое жилье, что за год показало динамику роста плюс 0,49%. Индекс положительный, единичка 0,05. Старое жилье, провинция Пафос, 2179 евро. И за год, друзья, что снижение незначительное, но это все равно снижение, минус 0,50%. Индекс отрицательный 0,994. И вот, друзья, теперь давайте порассуждаем о следующих параметрах, которые, в общем-то, влияют на состояние рынка недвижимости. Как жилой, так и коммерческой. Но сегодня мы говорим о жилой недвижимости. Это управление статистики дало нам информацию, 15 мая было опубликовано. Я ждал как раз этого отчета у них. И основные, так сказать, показатели или же индексы, которые характеризуют развитие экономики. Я всего 3 взял, на самом деле их больше. Но я когда-то проводил исследования, причем проводил исследования по крупным городам областным Украины, и нашел коэффициент корреляции между состоянием рынка недвижимости, между индексами, помните, я вам говорил, индекс рынка недвижимости, и между индексами, которые характеризуют развитие экономики, коэффициент корреляции был очень высокий, именно там по 10 или чуть больше, по-моему, параметров. Ну вот одни из параметров, которые 100% имеют плотную обратную связь с индексом рынка недвижимости, это первый, давайте мы проговорим, это внутренний валовый продукт. Что такое внутренний валовый продукт, друзья? Кто не знает? Это индикатор, который характеризует развитие экономики, это выпущенные товары и услуги той или иной экономики. Мы говорим о острове Кипр, южная его часть. И вот смотрите, что здесь, да, я желтым отметил, какие отрасли экономики были драйверами или, так сказать, сформировали этот ВВП. Вы увидите, что это розничная торговля, это ремонт автомобилей, вторая отрасль, да, это информационные технологии и коммуникации, третья отрасль экономики и четвертая традиционно финансы и страхование. Ну, рынка недвижимости здесь, друзья, вы не видите, правда? То есть видим лидеры, которые, в общем-то, формировали ВВП. Теперь переходим к цифрам, сравнивая первый квартал 2026 года с первым кварталом 2025 года, мы видим, что ВВП вырос на 3%. Это самый низкий ВВП в течение одного года. Вот если мы возьмем первый квартал 2025 года, то есть сравнивая с первым кварталом 2024 года, здесь ВВП был 3,6. 3,7 потом видим второй квартал, третий квартал 3,6. 4,3 это у нас четвертый квартал, и вот здесь 3% роста в годовом измерении. То есть это говорит о том, что экономика охлаждается. Ну, нельзя сказать, что охлаждается. В принципе, ВВП разброс не сильный, да, там от 4 до 3, но все равно мы видим показатель самый низкий в течение года. То есть экономика охлаждается, и, соответственно, это так или иначе влияет на состояние рынка, то есть на платежеспособность людей и так далее. Ну, дальше будем говорить и в том числе о инвестиционной привлекательности. Смотрим второй показатель. Второй показатель – это инфляция, показатель инфляции. И вот, друзья, здесь кто не знает, что такое инфляция и какими процессами вызывается эта данная инфляция, хочу вам напомнить закон стоимости, он так называется.
где говорится о следующем, что любая экономика работает сбалансированно, если количество денег соответствует выпущенным товарам и услугам. Выпущенные товары и услуги, это, друзья, вот здесь мы говорили уже. Ну, здесь в процентном отношении говорим. ВВП небольшой Кипра, потому что, ну, остров, что вы хотите? 700 тысяч населения, это в Киеве два административных района, Деснянский и Голосеевский. А в Киеве таких административных районов 10 аж, и проживает там больше 3,5 миллионов, а здесь 700 тысяч. Поэтому экономика небольшая, формируется, вы видели, и я вам зачитывал, и можете еще раз прочитать, какими сегментами экономики. А вот инфляция возникает тогда, когда перекос есть выпущенных товаров и услуг меньше, чем выпущенных денег. То есть, ну, печатаются новые деньги. Это, кстати, не только фиатные деньги, бумажные деньги. Там есть финансовый агрегат номер 0, М1. Ну, это все деньги, которые работают в экономике. Да? То есть это и в том числе ценные бумаги и так далее. Итак, мы видим, что количество денег стало больше, чем произведено товаров и услуг. И, соответственно, за эти обесцененные деньги все меньше можно купить товаров и услуг. То есть включаются инфляционные процессы. Ну, надеюсь, я очень так на пальцах подробно вам рассказал. Инфляция в апреле месяце составила 2,8%. То есть экономика выросла на 3% в годовом измерении, а инфляция практически догоняет рост ВВП, это видим 2,8%, но все равно пока еще как бы, ну это как раз показывает, что сбалансированно работает экономика, вполне сбалансированно, то есть на 3 вырос рост внутреннего валового продукта, а деньги обесценили всего лишь на 2,8%. И третий показатель, друзья, это стоимость денег на внутреннем рынке заимствований финансовых услуг. Это учетная ставка, которую, в общем-то, мы видим, Центральный банк Кипра, учетная ставка, он ее формирует, составила 2,15%. Вот эти три основные показателя, и мы следующим слайдом будем говорить о пассивном доходе. Много или мало получают люди, которые сдают в аренду свою жилую недвижимость, которую именно покупают для того, чтобы сдавать в аренду. Мы вспомним и учетную ставку, и, так сказать, все остальное. А, кстати, вот здесь внизу синим шрифтом это уже сводные данные по Евростат. Евростат, вот это первый источник, Кипрская служба статистики, а вот это Евростат, вот сводные данные. Вот я обратил внимание, что все-таки, видите, набрехали, кто-то набрехал. Здесь инфляция, видим, по апрелю месяца, вот показываю просто, да, 3%, а служба статистики Кипра показала 2,8%. То есть кому верить, ну, по идее, это первоисточник, скорее всего, здесь они что-то перепутали. Также можете посмотреть депозитные ставки по депозитам 2%. Дальше идет вот эта учетная ставка 2,15%, ну и так далее. Итак, друзья, мы увидели, что экономика за год охладилась, меньше выпущено товаров и услуг, инфляция составляет 2,8%, то есть практически догоняет ВВП. 2,15% это стоимость денег на внутреннем рынке, еще раз повторюсь. И вот теперь переходим к последнему слайду. Здесь подведем итоги, что произошло с арендой. Помните, я вам говорил о пассивном доходе. Значит, в выборку попали 1, 2, 3, 4 спальные квартиры. Я это все объединил так, чтобы, ну, я работаю с большими данными и формирую индекс рынка недвижимости, поэтому ну, по заказу я вот сейчас делаю работу для крупной компании. Там они прям совсем хотят, чтобы каждая квартира, ну, это правда по Украине, однокомнатная, двухкомнатная, отдельно все в разбивке по классам. А здесь я такие обобщенные данные для того, чтобы было понятно, выгодно или невыгодно. Итак, видим, что в целом у нас
муниципалитет — это Пафос, Гераскипу, это новое жилье, еще раз здесь все это прописано, но уже жилье, которое сдается в аренду. Средняя по провинции 963 евро. Это, ну, это аренда квартиры. Сюда вошли с одной спальней, с двумя, с тремя и так далее. И что мы, друзья, видим? Мы видим, что за год новое жилье, а период сравнения у нас апрель 2026 с апрелем 2025 года, за год 3,47%. То есть выросла аренда за год на 3,5%. Индекс положительный. Единичка, запятая 0,35. Вот давайте сейчас проговорим по старому еще жилью. Старое жилье 912 евро. Это аренда одной, двух, трех спальной квартиры и выше. Объединены в целом за месяц, естественно. Видим, что аренда выросла за год на 3,76%. Еще больше выросла, чем, так сказать, новое жилье. Хотя в разных городах, муниципалитетах по-разному. Так вот, давайте мы сначала проговорим, много это или мало, возвращаемся к стоимости денег. 2,15%. Давайте простой пример. Предположим, у вас есть 100 тысяч. Вы 100 тысяч евро ложите в Кипрский банк под 2% в годовом измерении. Да? Несложно посчитать, сколько это будет. То есть это, в принципе, ну, небольшие деньги вы получите, но с учетом того, что все-таки присутствуют даже и на Кипре риски с финансовой устойчивостью системы. Вспомните, какой там 11-й год, по-моему, кризис был финансовых институтов на Кипре, забастовки там, ну, я по телевизору тогда это все смотрел. То есть это так себе задача. А если вы за 100 тысяч, предположим, приобретаете недвижимость, то у вас, давайте я вот так сейчас покажу, ваша недвижимость может сгенерировать до 3,5% годового дохода. Понятно, что это не чисто операционный доход. Отсюда надо вычесть налоги, а также надо посчитать, так сказать, все сопутствующие издержки, которые связаны с ремонтом, то есть амортизацию посчитать. Но в любом случае вы получите, в общем-то, 3, пускай процента, пускай 2,5% это больше, чем 2%. И тем более вы как бы ну, понимаете, что у вас есть недвижимость, которая не обесценивается. Почему не обесценивается? Потому что, ну, если она генерирует какие-то денежные потоки, то это хорошо. А если вот конкретно по городу возьмем муниципалитету Пафос, то здесь вообще видим, что на 6,20% выросла аренда за 1 год. То есть это вполне себе неплохой доход, если посчитать это в абсолютных цифрах. То есть, ну, с каждой квартиры по-разному бывает. То есть это вот как раз и есть ориентиры, которые позволяют людям, которые интересуются недвижимостью в качестве выгодного вложения денег, мы сейчас говорим о жилой недвижимости, где, в каком городе лучше покупать недвижимость для того, чтобы сдавать в аренду, и эта недвижимость будет приносить больший доход, естественно, видим в городе и муниципалитете Пафос. В Пее даже здесь отрицательное число, то есть здесь снизилось за год стоимость аренды. Ну вот такой разброс видим по цифрам, по стоимости аренды. Но, в общем-то, это уже в целом дает некие ориентиры для того, чтобы человек мог сориентироваться, выгодно или невыгодно. Итак, друзья, подвели итоги о прогнозах. Давайте я остановлю показ слайдов о прогнозах. Я все-таки предполагаю, что в целом по провинции незначительный будет рост присутствовать, потому что мы по отдельным городам, муниципалитетам, как Пафос, видим по новому жилью в годовом измерении рост незначительный, там 0,5%. То есть каждый месяц там, ну, где-то по-разному. Но я думаю, что все-таки за этот месяц где-то по 0,5% мы увидим рост стоимости недвижимости.
в целом по провинции, соответственно, по каждому из городов, о которых мы с вами говорили. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью острова Кипр, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой путеводной, конечно же, в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видео и не забудьте подписаться.